Какие сейчас зарплаты в ЧВК? Ну вот, получается, на Сирии сейчас 150 тысяч рублей ровно, на Ливии 195, а в Центральной Африке 240. Что тебе известно о том, кто создал вообще ЧВК «Вагнер», кто стоит за этой структурой? Ну, вообще, конечно, нам довольно-таки мало известно, хоть мы там довольно-таки давно работаем, мы как бы этими вопросами не интересуемся. Я конкретно на этот вопрос дать ответ не могу. Я точно так же, как и вы, знаю только по слухам, в принципе. Я могу эти слухи озвучить, но это ни к чему, потому что конкретно я не знаю. Да, общую какую-то я знаю, как создавалось, там, приблизительно кем, приблизительно зачем. Вот. Но это уровень слухов, как бы мы рядовые бойцы, до нас эта информация не доводится. И среди бойцов это особо не обсуждается, правильно? Естественно, естественно. Это вообще табу. А почему табу? Ну, а зачем лезть туда, куда не надо лезть? Нам платят деньги, мы выполняем задачи и все. А в самых верхах у нас самый верх это Молькино, это уровень Молькина. На твой взгляд, вот за это время сколько народу примерно, понятно, что точных цифр быть не может, прошло через ЧВК «Вагнера»? Это даже примерно сосчитать невозможно. Но я могу ошибиться, если скажу там 15 000. Но я уверен, что не меньше. Почему? Потому что много случайных людей, которые одну командировку ездят, много отказников всяких, там, много там тех, кто там 2-3 командировки отъездил, там, ну, они по разным причинам бросают там. Ну, кто-то там заразился чем-то там, ну, гепатит, например, у нас строго с этим, там, кто-то там еще что-то там, допустим, не понравились условия командировки, там, по зарплате чем-то недоволен, штраф какой-то был, еще что-то. Многие бросают, поэтому вот сколько я в этой компании нахожусь, да, постоянно в основном новых людей вижу. Сейчас, например, вообще практически весь коллектив обновленный вообще. Старых не встретишь вообще, вот кто с нами начинал еще, старых ты не встретишь уже. Ну, единицы есть, да, в основном, ну, кто-то с командиром отряда не сошелся, кто-то, говорю, кого-то по деньгам не устроил, кто-то заболел, не может по состоянию здоровья. Там сейчас ряд требований повысился. Несмотря на то, что люди сильно нужны, а требования все равно с каждым годом все повышаются и повышаются. А какие сейчас требования, какие вот новые появились в последнее время? Ну вот, получается, новая справка по коронавирусу, ну, вот этот вот, прививка. И, соответственно, новая справка по наркоте, по административке, ее раньше не было. Была только справка о судимости, а сейчас сделали еще по административке, по наркоте, что ты не привлекался. С чем еще человека могут не взять в ЧВК? Вот какие барьеры, на которых отсекают людей? Вообще, я не знаю критерий отбора, потому что на моей памяти были вообще парадоксальные случаи, когда человек, ну, идеальный, казалось бы, да, там, где-то служил он, где-то с опытом, там, ну, не судимый, соответственно, ну, там, допустим, ну, с виду, там, с хорошей физической подготовкой, но что-то где-то не так ляпнул, там, ну, у безопасников, например, там, полиграф не прошел, вот. Там забраковать, в принципе, могут по любому вопросу, просто чуть ли не так посмотрел. Ну что-то ты сморозил не то, допустим, ты сказал, что у тебя нет знакомых сотрудников ФСБ. И тут же потом, как честный человек, допустим, через 5 минут поправился, там, вспомнил в конце беседы, что все-таки есть. Ну, думаешь, вдруг все равно узнают, да, допустим. И ты им говоришь там, точно есть. Они тебе, ах, ты нас обманул, ну, получается, полиграф не прошел, получается, ты домой, и тебя в черный список. Вот. Или, допустим, там есть у тебя знакомые журналисты. Опять-таки, ты ответил, потом вспомнил, или кому-то где-то что-то ляпнул, что все-таки есть, что ты не сказал об этом, где-то в курилке даже там. Ты можешь вот просто по шагам так описать процесс, вот что происходит с человеком, когда вот он впервые приезжает в Молькино? Вот он проходит эти ворота, как дальше проходит? Ты сначала подходишь к воротам. Во-первых, с собой запрещено иметь телефон сенсорный. Раньше можно было. Раньше его ложили на коптерке, оставляли.
Потом сделали, что можно на складе оставлять. Теперь его вообще на территорию заносить нельзя. Ты подходишь к воротам, там будка КПП. Тебя, чтобы туда-сюда не гонять, тебе даже вещи не разрешают занести. Ты их либо прямо возле КПП на землю бросаешь, либо там справа можно в вагончик положить. Там, ну, он же медицинский сейчас сделали, там по коронавирусу доктор сидит, проверяет тебя на температуру и все такое. Ну, как везде. Заносишь, ложишь туда вещи. Первым делом тебя ведут в барак отдельно отведенный. Это фильтр, так называемый. И на фильтре первым делом, что делают, это открывают компьютер и пробивают тебя на долги. Если долги есть, то и вообще никто разговаривать не будет. Ты просто возвращаешься, забираешь свои вещи и уезжаешь домой. Опять-таки, по-моему, по любой причине, как в банке, когда кредит берешь, по любой причине, по какой бы тебе Молькина не отказала, тебя 80% добавляют на всякий случай в черный список. Вот. Значит, все тебя проверили. Тебя заводят в барак, ну, на фильтр. Вот. И ты на фильтре пока находишься, занимаешься физподготовкой, там, сдачей зачетов по физподготовке. Иногда эти зачеты отменяют, когда люди сильно нужны. Ну, то есть упрощают. Совсем не отменяют, но упрощают. Вот. Проходишь так называемый бегунок, в нем написаны все, кого ты должен пройти. Это полиграф, это медик, это безопасники. Ну и было такое, что физподготовка, сейчас не знаю, осталась или нет уже. Вот. Сколько в итоге человек проводит времени в Молькино перед отправкой в командировку? Сколько занимают все эти проверки, собеседования? Может быть, до 2 месяцев. До 2 месяцев? Да, потому что это зависит не от этого человека, он пройдет это все за неделю. Меньше даже. Он, в принципе, если плотно проходить, 3 дня. Но вообще, когда ты все прошел, у вас накапливается достаточное количество, и вы сидите, ждете борта. То есть все зависит, все упирается в борт. Вот когда будет борт, тогда уже все знают, что борт будет, вас примерно за день, ну, готовят, и вы, соответственно, выдвигаетесь вы приезжает автобус, и вы выдвигаетесь на аэродром. Борт гражданский или военный? Военный, Ил, грузовой. А с какого аэродрома вы улетаете сейчас? Как правило, это Крымск. Крымск. Да. Сколько у тебя всего в общей сложности было командировок с ЧВК Вагнера и в каких странах ты успел побывать за годы работы с этой структурой? Ну, штук 5, наверное, командировок было. Ну, в странах, соответственно, во всех, в которых контора была, во всех странах я работал. Это какие страны? Это начиная с Донбасса и заканчивая, соответственно, ЦАРом. В недавно опубликованном ООНовском докладе утверждалось, что со стороны российских наемников в ЦАРе были случаи там, сексуального насилия в отношении местных жителей, убийства мирных жителей. Тебе доводилось слышать о чем-то подобном? Ну, вообще, никого защищать не хочу, но на самом деле такие ситуации, они везде были. Ну, в смысле, не такие вот, а вообще вот просто люди не знают и преувеличивают, я бы так сказал. То есть даже вот на Донбассе такое было, там, что вот русские пришли, там, мародеры, что-то там убивают. Это пропаганда, как бы, вот этих стран, ну, противников. Понятно, что наши против них, эти против нас. А вообще, смысла в этом во всем нету просто. Именно отстреливать зачем-то там, как местное население, там, кого-то там насиловать, там. Именно, допустим, по изнасилованиям, если есть такие вопросы, да, зачем вообще кого-то насиловать, если девушка там стоит дешевле пачки сигарет, это реально так. Ну вот, допустим, ну не пачки, вот блок сигарет стоит 5000 франков там. Девушка тоже самая дорогая, красивая, хорошая, стоит 5000 франков. С какой-то среднестатистической, там, у которой совсем какая-то беда, и за 2, и за 3 можно договориться, и там за сухпайок, и за что-нибудь еще, и за что-нибудь еще. Но смысла нету. Ну, командировочные все равно нам платят. Платят $100, соответственно, это уже известно. Мы меняем их на франки, это в среднем получается там 58 тысяч франков. И получается, в принципе, тратить их вообще не на что, в принципе. Потому что если ты находишься не в Банге, а в деревнях,
там ничего не продается, кроме сигарет и сублимированной еды, сооновских вот этих сухпайков всяких, вот этих медицинских, там, что выдают, там, паста вот эта, арахисовая, там, вот это, ну, сублимированная еда. Кроме нее, в принципе, деньги тебе не на что тратить, поэтому они тебе как бы и не нужны. Вот. Поэтому я говорю, я смысл не понимаю, даже если у тебя там какая-то особо извращенная фантазия, грубо говоря, на своей командировочной ты себе 5-10 этих девок можешь снять, грубо говоря, и спокойно делать, что тебе надо. И это, в принципе, обычная практика, то есть это не запрещается, это нормально. Ну, вообще, я хочу сказать, я не пользовался такими моментами, но я знаю, что эти моменты есть. И это, как бы, я думаю, что это нормально. Ну, как бы, все равно со стороны руководства это запрещается вот именно из-за таких вот случаев, ну, как раз, из-за таких вот сплетен и слухов. Потому что просто именно вот были такие случаи, когда этой девушке, ну, они очень такие алчные довольно-таки люди, в принципе. Вот, торговаться тяжело с ними. Если ты кому-то из них на рынке, вот пачка сигарет стоила 500 франков, а ты ему по доброте душевной или там, ну, захотел сделать добро, дал 700 франков, а не 500, то завтра на всем этом рынке сигареты будут стоить 700 франков. И за 500 хоть ты что с ним сделай, он тебе не отдаст. Не хочешь, не бери. Несмотря на то, что ему жрать самому нечего, что ему выгодно тебе продать даже за 300, а не за 500. Он будет с тебя 700 просить, потому что ваши вчера 700 дали. Значит, вы можете такие деньги платить. Это так у них везде, повсеместно. А за что наемника могут в командировке наказать? Какие бывают санкции и там, насколько можно... Денежные штрафы, причем денежные штрафы могут выливаться иногда, ну, во всю зарплату. Реально во всю. Но опять же мы подстраховываемся, у нас родственники по доверенности получают деньги каждый месяц. А так вообще тебя могут, если ты некому тебе доверить, и у тебя они мольком на базе копятся, ты заработал за командировку, например, 1 600 000, что-то накосячил, и тебе могут, наверное, все 1 600 000 охреначить, и им будет пофигу, то есть просто уйдешь в ноль. И, соответственно, эти штрафы могут быть за все, что сейчас перечислено, то есть за наркотики, за употребление алкоголя. Несколько смертельных случаев было употребления алкоголя, прям смертельно. И после этого принесли не подписывайте, а дополнение к контракту. И мы дополняли там, что в случае отравления алкоголем, там, смерти, то есть от алкоголя или от наркотиков, что страховая сумма не выплачивается. То есть вот эти 5 миллионов, которые обычно достаются родственникам в случае гибели человека, они не будут выплачены, если человек выпил что-то и умер от этого? Да, они не будут выплачиваться. И ты добровольно это подписываешь, там, внесение поправок в контракт. Окей. Правда ли, что в контракте еще появился пункт о том, что контора не гарантирует, что сможет в случае гибели человека вернуть его тело на родину? Да, такой всегда был пункт в контракте. Может человек высказать какой-то там, что вот я хочу попасть именно туда? Или куда отправят, туда отправят? Туда отправят, выбора вообще никакого нет. Потому что из-за малярии у нас 80% не хотело туда ехать вообще. Потому что это очень серьезная болячка, она на самом деле, если ее полностью не вылечить, в России таких лекарств практически нет, кроме институтов тропических заболеваний. В Москве, в Питере и в Ростове, по-моему. Это очень дорого стоит. И можно еще хинином вылечить, но это опять же сажает печень. То есть эта болячка фактически на всю жизнь, и в любой момент она может выстрелить. Поэтому многие не хотели ехать в САР только из-за малярии, потому что денег ты там заработаешь много, но на лечение ты потратишь еще больше. То есть это не актуально. А в Ливии и Сирии малярии нету? Нету, конечно. А чем объясняется запрет на пребывание в этом ДНР, ЛНР, крымчан? Ну вот я не знаю. И опять-таки их запретили, а те, которые приехали, кто давно работает в компании, вот со мной там, их, этих людей, как бы сначала они приехали, долго им мозги делали, там, долго там, допрашивали там, туда-сюда, что-то обвиняли их даже в чем-то, там, чуть ли не, что они шпионы там какие-то. Вот. Потом, в итоге те, кто давно работает, их все-таки пропустили. Их пропустили,
А вот совсем недавно в связи с нехваткой народу, наоборот, вообще была такая как бы просьба руководства всех, с кем мы воевали, там, знакомые, там, с ДНР, ЛНР, наоборот, всех подтягивать в контору на работу. Как ты лично и вообще люди в организации относятся к тому, что в России не хотят придать вам какой-то легальный статус? Легализовать ЧВК, там, не знаю, дать вам статус, не знаю. Ну, то есть это же довольно странная ситуация, когда вот там вы там бегаете, воюете, но у вас никакого статуса нету, а у какого-нибудь Родиона Газманова, который один раз выступил там с концертом на Хмимиме, он уже участник боевой операции в Сирии, там у него медали и все дела. Тут же есть вот это очевидное противоречие некоторые. Нет никаких противоречий, все нормально. Просто если нашу контору легализуют, то тогда контора перестанет быть конторой и выполнять свои функции. А так как бы есть же негласная политика, как бы закрывать на нас глаза. На нас закрывают глаза. А когда мы что-нибудь накосячим, от нас всегда можно отказаться и сказать, что пребывания российских военнослужащих там нет. То есть весь смысл в этом? Ну, конечно, потому что контора, ведь вся ее суть как раз в том, что она находится на нелегальном положении, от нас всегда можно отказаться. Даже если кто-то обнаружит там где-то в Ливии там наших 200-х, там, да, там пару-тройку человек, там, да, руководство всегда может сказать, ну да, 3 гражданина России, ну в Ливии, ну мертвые, ну что они там делают? Приехали, наверное, как туристы, кто их туда отправлял? Мы вообще не знаем, они не военнослужащие, ни на балансе нигде, там, ни в Министерстве обороны, нигде. Один там бывший строитель, другой бывший дворник, что-нибудь то поперлись, кто его знает. Ну, то есть, нашими руками просто делают, так сказать, такие дела, которые нельзя сделать официально. Если нас легализуют, чего не выгодно никому, даже нам, в принципе, вот. Если нас легализуют, она контора, она перестанет быть конторой. То есть зачем тогда нужна контора, если можно то Министерство обороны загнать, любой там спецназ, какой-нибудь ВДВ, там, МВД, там еще кого-нибудь там. Поэтому она просто перестанет свое значение иметь, эта контора. У рядовых бойцов это не вызывает никакого отторжения? Или это тот риск, который люди принимают, подписывая контракт? Ну, вообще, да. И как бы деньги-то это главное. Там нет никаких моральных больше принципов. Ну, главнее это деньги. Нам не нужны, грубо говоря, там какие-то медали, какие-то награды, там еще что-то, там какие-то там льготы. Ну, многим хотелось бы, чтобы они были. Вот. Но, хотелось бы. Но деньги это все за глаза вполне компенсируют. Зачем мне эти льготы нужны? Допустим, я сам получаю льготы, как ветеран боевых действий за Чеченскую войну. Я получаю льготы, мне их каждый год отменяют все больше, больше и больше. Даже что об этом говорить, отменили сейчас все, кроме проезда бесплатного на электричке. Все, земельные участки, там, квартиры, все вот это отменили. Сами ветеранские платят 3000 рублей. Если бы у меня, допустим, даже был выбор там, как бы работать в конторе где-нибудь там в спокойном месте на Сирии там, или получать пособие как ветеран боевых действий, да я вообще от ветеранских бы отказался, я бы только работал на Сирии. И мне все равно награждали бы меня, поощряли, или вообще никто бы об этом не знал. Поэтому я бы выбрал, конечно, вот этот вариант. Поэтому здесь какая-то там социальная защищенность и еще что-то там, это уходит на второй план по сравнению с теми деньгами, которые мы получаем. Это получается 240 тысяч в месяц. В России, у нормального обычного человека такой зарплаты нет. Это вообще мечта многих. А у тебя у самого есть какая-то рефлексия на тему того, что да, вы там в чужой стране, на чужой территории, вас туда не звали и вообще не очень понятно, что вы там забыли? Или об этом люди вообще не думают? Главное, об этом не думают вообще. Куда пошлют, туда пошлют. Главное просто отработать контракт. Плюс многие живут той мыслью, что один контракт, и он же крайний. Ну, как правило. Потому что всю жизнь так не поездишь, все равно ты понимаешь, что надо все равно как-то свою жизнь налаживать на гражданке. Но из-за того, что там платят хорошие деньги, которые тебя выручают, с которых ты, можешь себе многое позволить, что ты не мог позволить, работая на обычной работе, ты все время едешь за этими деньгами. Но когда ты попадаешь в те условия, недоедание, недосыпание там и так далее, все вот это вот, куча болезней всяких. Ты думаешь, я еду крайний раз. Всегда, каждую командировку, многие думают, я еду крайний раз. И всегда приезжают снова и снова.
потому что они понимают, что побыл 6 месяцев, получил хорошие деньги, грубо говоря, решил какие-то свои финансовые вопросы. У нас же что сейчас в стране, главное деньги, а деньги взять негде, тем более такие. О раненых 300-х контора каким-то образом заботится? Тебе что-то об этом известно? Да, конечно, заботится. Всегда, если раненые попадают, во-первых, они в Москве в госпиталя нормальные попадают, им это все оплачивается и довольно-таки полностью оплачивается, и пребывание в больнице, и лечение, и все такое. Вот. Единственное, сейчас урезали компенсации довольно-таки маленькие стали, там, грубо говоря, за обычное пулевое ранение там 50 тысяч рублей. Вот. Но ты же на лекарства потратишь больше. Нет, это понятно. Вот если ты будешь здесь лечиться в госпитале, какое-то серьезное у тебя ранение, тебе оплатят и пребывание в больнице, и все. Но единственное, чисто живыми деньгами тебе дадут компенсацию не больше 50 тысяч рублей. Ну там тоже в зависимости от степени ранения, но вот обычное сквозное, допустим, пулевое ранение или осколочное, да, там, тебе дают 50 тысяч рублей. Раньше было больше. Правильно я понимаю, что наемникам запрещено общаться каким-то образом с журналистами, давать интервью? И какие могут быть за это санкции? И почему, зная все это, ты согласился все-таки на этот разговор, пускай и анонимно? Да какие могут быть санкции? Максимум, что тебе сделают, это просто отправят тебя в черный список конторы, да и все. С журналистами и с ФСБшниками общаться категорически нельзя. И по нашим правилам нашей конторы, что если, допустим, журналисты, ладно, но если на тебя выходят сотрудники ФСБ, пытаются вербануть или что-то узнать там о работе твоей в компании, надо сразу позвонить в отдел кадров Молькин и сказать, что вот такие-то ребята что-то от меня хотят. То есть ты хочешь сказать, что ФСБ не курирует Вагнера? Тут какой-то просто замкнутый круг, я его не понимаю. Вроде как, даже если у тебя есть в друзьях ФСБшники, такой вопрос спрашивают на полиграфе, то ты полиграф не пройдешь, если они у тебя есть. Хотя по сути, на тот же там... Хотя по сути в Краснодаре они нас напрямую в цвет вообще курируют, на тот же аэродром в Крымске проводит нас сотрудник ФСБ. Всегда приезжает сначала он, мы туда заезжаем, он там решает вопросы наши, таможенник собирает загранники. То есть ФСБшник приезжает в Молькино и сопровождает вас в Крымск? Нет, ФСБшник уже приезжает туда, на Крымск. Угу. И стоит, ждет возле ворот. Потом подъезжают наши автобусы, он там договаривается, мы проезжаем на территорию самого аэродрома. То есть сотрудники ФСБ помогают вам с отправкой, но да. бойцам контактировать с ФСБшниками контору запрещают? Да, вот получается так. Может быть только, допустим, какие-то определенные отделы, допустим, с нами сотрудничают, там может быть, вот. А остальные, допустим, нет. Может быть как-то так, я не знаю. А как вообще среди бойцы себе объясняют, что они забыли в Центральной Африке? То есть там, окей, там на Донбассе, предположим, народ воевал там за какой-то условный русский мир. Там в Сирии Путин это объяснял тем, что, значит, надо бороться с терроризмом, иначе террористы окажутся в России. Как вот себе обычные там мужики, которых занесло в ЦАР, объясняют, что они вообще тут делают? Какое гражданам России дело до ЦАРа и тамошних противостояний там, президента Туадеры с местной какой-то вооруженной оппозицией? Мы конкретно туда едем, нам без разницы вообще, что у нас, правильно, у нас две причины. Это первая, естественно, она основная, это зарабатывание денег все равно где. Это она есть. А вторая, естественно, что президент ЦАРа обратился к Российской Федерации, и мы там помогаем от имени нашего Министерства обороны. Помогаем президенту ихнему, чтобы незаконные вооруженные формирования не захватили столицу. Значит, теперь по поводу Вагнера и того, что люди делают. Все должны оставаться в рамках закона. Все. Если есть какая-то... Мы можем запретить вообще частную охранную деятельность. Но стоит только это сделать, я думаю, что и к вам придут с большим количеством петиций с требованием защитить этот рынок труда.
У нас там работает чуть ли не 1 миллион человек. Значит, если вот эта группа Вагнера что-то нарушает, тогда Генеральная прокуратура должна дать правовую оценку. Теперь по поводу присутствия их где-то там за границей. Но если, повторяю еще раз, они не нарушают российского закона, они вправе работать, продавливать свои бизнес-интересы в любой точке планеты.